Здравствуйте. Ага. Приятно лично познакомиться с агентом Лары Крофт. Ага. Что там по ее новым приключениям, а то интересуется. Ну, понимаете, поскольку мы сейчас, особенно уважаем женщин, она будет особенно сильной героиней, у нее там сразу все будет получаться. Но самое главное, поскольку мы уважаем, только женщин, она будет лесби. Договорились. А вы не хотите с ней посовещаться? Может, она не захочет? А что, у нас внезапно мнение баб учитываться начало? Логично. Если надо, она пол сменит. Тогда у нас получится какой-то Uncharted. Обратно сменит. Будет не Tomb Raider, а Trans Raider. Новое начало серии. Актуально, слушайте, модно, прогрессивно. А давайте с этого и начнем. Давайте что там, что-то отрезать, что-то пришить, потом наоборот. Работы на день, завтра приступаем. Погнали! Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас тема будет очень интересная, поскольку посвящается она Пратчетту, великому писателю, который когда-то написал огромный цикл под названием «Плоский мир», который сделал его очень популярным. Терри Пратчетт прожил 66 лет. К сожалению, последние годы его были омрачены тем, что он был болен болезнью Альцгеймера. Но тем не менее, это были великолепные произведения, многомиллионная армия фанатов. Терри Пратчетт был из тех людей, которые, стебались больше над жанром фэнтези, чем пытались привнести в него что-то новое. Как он сам говорил: я устал. В определенный момент он просто устал, потому что книжные полки были завалены пародиями там на Толкина, Конан Варвара, однотипные эльфы и прочее. Нет, он хотел что-то свое, и он решил на страницах романов, посвященных своему плоскому миру, высмеивать вот эти вот тенденции, традиции и одновременно выстебывать также современные реалии, потому что это тоже остросоциальная такая сатира. Там было очень много такого тонкого, типично английского юмора. Великолепные произведения, всем рекомендую. Они не потеряли актуальности нисколько. Да, включая там, например, знаменитый принцип дешевых ботинок. Но Терри Пратчетт оставил после себя не только огромное количество книг разной степени великолепности, но и дочь. Бум! И, кстати, друзья, самое время подписаться на этот канал за особо жесткий и циничный юмор в наших обзорах. И мы продолжаем. Да, Терри Пратчетт оставил после себя не только прекрасные книги, но и дочь Рианну Пратчетт, которая внешне, типичная англичанка и, к сожалению, англичанка с амбициями, потому что она тоже в один прекрасный момент решила, что я тоже могу писать. И она пошла в авторы. К счастью, не книг, она начала писать обзоры игр. И это поначалу, такое увлечение, но, она поднималась все выше и выше по карьерной лестнице. Она писала статьи даже для Guardian. И в один прекрасный для нее, естественно, момент ее позвали принять участие в работе над сценарием Heavenly Sword. Да, такой вот кинематографичной игрушки от студии Ninja Theory, которая впоследствии сделала Hellblade. И она получила за свою работу премию BAFTA. Британская академия искусств решила, что вот именно Рианна Пратчетт заслуживает, не другие авторы, которые работали над данной игрой, не Энди Серкис, который подарил и характер, и голос главному антагонисту этой игры, который сыграл превосходно. Это была, кстати, одна из первых игр, где персонажи демонстрировали практически живую мимику. На тот момент это был прорыв. И эта игра удивляла тебя не столько сюжетом, сколько подачей. И уж за подачу Рианна Пратчетт точно не отвечала. А вот сюжет там про сильную, независимую, не гордую... самый плохой был. Это было не самое плохое такое фэнтезийное, в плане сюжета. Да, скомканное, да, к нему были вопросы, но красивая постановочная сцена и недурной сюжет. Кстати, этот Heavenly Sword на себе кое-как и тащили. С игровой составляющей там было все грустно, с производительностью на старте так точно, там было все еще грустнее. В общем, Рианна Пратчетт поработала над этим PS3 эксклюзивом и не остановилась на достигнутом. В 2008 году она получила награду гильдии сценаристов Великобритании за лучший сценарий игры
Overlord. И Overlord хорошая игра, как раз таки в духе старого доброго Пратчета. Такое черное юмористическое фэнтези, где ты играешь за владыку, который пытается при помощи своих миньонов заново покорить процветающие земли. Да, хороший проект, один из очень немногих последователей идей серии Pikmin. Если не играли в дилогию Overlord, посмотрите. В общем, у Рианы Пратчет поначалу, Overlord, Heavenly Sword складывалось не то чтобы плохо. Все было отлично ровно до тех пор, пока она была соавтором и со-сценаристом. Но потом ей повезло спутаться со Square Enix. Точнее, она пришла в компанию Crystal Dynamics, которая на тот момент разрабатывала Tomb Raider, и сказала: ребята, я буду главной вашей сценаристкой. И вот тут начались проблемы. Да, в руках одной англичанки оказалась судьба другой великой англичанки Лары Крофт. И да, Рианна Пратчет своеобразно обошлась с этим знаменитым образом, решила зайти с другой стороны при раскрытии характера Лары Крофт и решила, что да, вся эта тема с треугольными титьками и одномерной крутой героиней, это должно быть в прошлом. Более того, Рианна Пратчет в одном из интервью признавалась, что не играла в старые игры серии Tomb Raider именно потому, что там была чрезмерная объективизация Лары Крофт. Все рекламные вот эти вот плакаты и все рекламные ролики будто подмигивали парням, мол, смотри, вот она, девушка твоей мечты, бери ее. И Рианна Пратчет говорила: нет, нельзя так с женщинами. Вот сейчас я вам покажу, что такое настоящая Лара Крофт. И Рианна Пратчет нам многое показала. Многое из этого нам не понравилось. Мы это в этом ролике, естественно, обсудим. Но, как недавно выяснилось, Рианна Пратчет показала нам не все стороны Лары Крофт. Новой Лары Крофт. Новость, опубликованная на лучшем игровом портале axbt.games, куда вы можете заходить каждый день в поисках десятках новых новостей про игровую индустрию. Рианна Пратчет хотела записать Лару Крофт в ЛГБТ в новой трилогии Tomb Raider от Crystal Dynamics, но, к счастью, ей не дали. Разработчики уже не стали так глубоко изучать этот вопрос. А Рианна Пратчет сказала вот недавно: я не думаю, что Crystal Dynamics хотела глубже изучать взаимоотношения между Ларой и Сэм. Я же, как автор, хотела этого. Мне кажется, они не хотели уделять этому внимание в первой игре. Понятия не имею, почему. Возможно, они посчитали, что это будет слишком отвлекать игроков. Надеюсь, что Crystal Dynamics или кто там работает над франшизой в будущем будет более открытым в плане репрезентации. Франшизе это определенно не повредит. Думаю, что она пойдет в этом направлении. И вот тут я порвался, когда эти строки прочитал. Да вы задрали, уважаемые любители diversity, inclusivity и репрезентации. Сколько можно брать хорошего, отработанного персонажа и не делать его лучше, не делать его глубже, не делать его интереснее, а просто делать из него или гея, или перекрашивать ему цвет кожи. Вы задрали, конченые твари. Успокойтесь, идите нахрен из профессии. Вы портите все произведения, к которым прикасаетесь. Оставьте героев детства в покое. Пусть они будут такими, какими есть. Сделайте что-то новое, столь же привлекательное. Не коверкайте то, что уже было. Так Рианна Пратчет-то коверкала то, что уже было, собственно, в перезапуске серии Tomb Raider. И когда мы говорим о этом перезапуске серии, который начался в 2013 году с выходом игры Tomb Raider от студии Crystal Dynamics, то я считаю, что это на самом деле очень трагичная история. Этой трилогии история трагичная. Да, это не какой-то катастрофический провал. Да, продажи там по итогу миллионами или даже десятками миллионов копий исчислялись, спустя долгие годы. Но все равно судьба этой трилогии, она грустная. Первая часть, она вышла в 2013 году, получила хорошие оценки, неплохо продалась, но Square Enix было мало. Square Enix хотела большего. Square Enix была не очень довольна показателями этого перезапуска. Вероятно, там Лара Крофт должна была одной пулей свалить Call of Duty и на сдачу еще добить, не знаю, покемонов
миллионов, допустим. Ну, вот какие-то такие показатели. Да, типа там 10 миллионов копий, ну, за день мало для Square Enix было. За час, например. Вот, 10 миллионов копий за час. Rise of the Tomb Raider стала временным эксклюзивом тогда провальной платформы Xbox. Xbox One, потом еще была версия для Xbox 360, что, естественно, негативно повлияло на стартовый хайп, на стартовые продажи, на какие-то стартовые показатели. Потом игра добралась до ПК, в итоге она добралась до PlayStation 4 с каким-то бонусным контентом, но это было уже поздновато, так сказать, хайп-трейн уехал. Третью часть Shadow of the Tomb Raider делала уже студия Eidos Montreal, а все потому, что в тот период компания Square Enix уже начинала чувствовать запах денег от контракта с Marvel, от вот этих вот Мстителей. Мы запустим, это будет путешествие длиной в известно сколько лет, в известную жопу. Мы заработаем огромное количество денег. В общем, тогда боссы Square Enix косплеили Рокфора из Чип и Дейл спешат на помощь, который почуял сыр, и говорить о судьбе Tomb Raider не приходилось. Студия Crystal Dynamics пошла на этот контракт. Игру Shadow of the Tomb Raider делала Eidos Montreal, ранее ответственная за Deus Ex Human Revolution. И, в общем-то, эта часть получилась неплохой, но скомканный, какой-то вот недоделанный, какой-то вот кособокой, как будто игру хотели вот выпустить, и Eidos Montreal, ребята, там столько бабла от контракта с Marvel, вы себе не представляете, вы сейчас все подохнете от того, сколько денег на нас сбросится. Сбросилось. Судьбу западного подразделения Square Enix вы знаете, оно было продано за 300 миллионов холдингу Embracer Group. Так вот, эта трилогия Tomb Raider, она классная, она хорошая. Если вы ее пропустили, нас на стримах регулярно спрашивают, стоит ли брать. Однозначно стоит. Можно брать и трилогию эпохи PlayStation 2, это Anniversary, Underworld и Legend, и смело брать перезапуск. Потому что вот этот вот перезапуск, он с точки зрения механики и основных идей, он отличается от классической Tomb Raider. И, что самое забавное, он отличается от серии Uncharted. Потому что во времена PlayStation 3, да, Uncharted, начиная со второй части, стал таким вот законодателем мод в киношном приключении. Постановка, эффектные сцены, сюжет там диким мустангом носится по всему земному шару, ты вместе с ним куда-то там прыгаешь, тебе весело, увлекательно, постановочка, экшен во все поля, вертолет там куда-то летит, Дрейк в разваливающемся здании пытается от этого вертолета отбиваться, попутно забавно матерясь. А вот перезапуск Tomb Raider предлагал цельный мир, который ты постепенно исследовал, где ты собирал ресурсы, прокачивался, становился сильнее, пробирался в какие-то ранее недоступные места. В Rise of the Tomb Raider игра сделала еще больший шаг вперед, в том смысле, чтобы давать Ларе какие-то новые приспособления, чтобы она еще больше изучала этот мир. Там стелс стал более важным в Rise of the Tomb Raider. У механики появилась гибкость, ну то есть ты мог решать проблемы разными способами. Я к своему стыду, когда рассказывал про Metroid Prime Remastered и упоминал трехмерные игры с элементами Metroidvania, забыл про перезапуск Tomb Raider. А мне надо было напомнить про эту игру, потому что в ней были вот эти вот элементы, связанные с погружением в мир и его исследованием. Да, в Rise of the Tomb Raider уже были гробницы с интересными загадками. Это был уже именно расхититель гробниц. Ну, игра про расхитительницу гробниц. Замечательно. Shadow of the Tomb Raider при всей своей скомканности все еще хорошая игра. Там классные гробницы, я бы сказал, лучшие в серии. С какими причудливыми механизмами, с загадками, с опасностями. Тебе хочется туда погрузиться, тебе хочется добраться до этого сокровища. Да, там уже карта засрана активностями, какими-то точками интереса. Такой вот запах Ubisoft начинается. Там проблемы с балансом в боевой составляющей. Но это все не портит впечатление от игры, где быстро одна сцена сменяется другой, и ты там побил болванчиков, поучаствовал в постановочной сцене, залез в гробницу, получил от этого удовольствие, пошел дальше. Но у всей этой вот
трилогии было две колоссальных проблемы. Первая — это сюжет, вторая — это Лара Крофт. И идеи, которые предложили сценаристы, включая Рианну Пратчетт, и которые плохо сочетались с игровым процессом. Лара Крофт изначально была показана неуверенной в себе девочкой, жертвой обстоятельств, кораблекрушений, всю команду выбрасывает на берег какие-то странные бандюганы, и приходится уже выживать на этом острове. И тебе пытались показать именно такую Лару Крофт, которая вопреки всему стала сильной, которая шла вперед. Да, она боялась, но все-таки выжила, она все-таки молодец. Но часто казалось, что сюжет был написан уже после того, как разработчики сделали игру. Потому что в самой игре, когда ты управляешь Ларой Крофт, она сильная, бесстрашная, она спокойно расстреливает десятки человек, она крошит им черепа ледорубом, вся в крови бегает. Ну ты видишь, Ларочка, молодец, все ж хорошо, давно не виделись. А потом начинается какая-нибудь сюжетная сцена, где Ларочка внезапно начинает страдать, переживать, плакать. Я убила олененка, я убила человека. Что же со мной будет? Ее друзья ее просят о помощи. Она говорит: а я, наверное, не справлюсь. Они говорят: а вот твой отец бы справился. И она такая: раз папа бы справился. А папа известный археолог. Естественно, Рианна Пратчетт не могла пройти мимо взаимоотношений отца и дочери. Хотя потом она признавалась в интервью, что, наверное, лучше было бы исследовать взаимоотношения дочери и матери. А почему это отец известный археолог? А пусть мать будет известным археологом. Это очень интересно было бы. Конечно, иронично, кстати, но части, посвященные взаимоотношению Лары и ее отца, это чуть ли не светлые пятна в сюжете. Сюжет, который, да, постоянно колбасит. Сюжет, начиная с первой части, как будто собирали в попыхах. Потому что, с одной стороны, у нас, да, юная Лара, она типа ненавидит гробницы, она плачет там над смертями, чтобы уже после обучения спокойно расправляться с десятками злодеев. Возникает тот самый лудонарративный диссонанс. Ненавижу это словосочетание, блин. Да, как говорят некоторые товарищи из верхнего интернета, термин громоздкий, непонятный. Обозначает он следующее. То есть, когда персонаж в сюжетных сценах ведет себя неадекватно тому, что он творит, собственно, в игре. То есть вот этот вот персонаж Лара Крофт, несмотря на то, что она там в какие-то экспедиции отправляется, он бы тупо не выжил в тех условиях, в которых он оказался в Tomb Raider от 2013 года. У тебя возникает вот это вот ощущение «не верю». Люди в свое время и Uncharted в похожем обвиняли, но там комедия, там Дрейк крутой. Он изначально такой задорный приключенец, росший там где-то не пойми как, который готов ко всему и который с этими проблемами как-то разбирается. А вот эта нежная, поначалу в сюжетных сценах, неопытная Лара, которая как-то двигается и чего-то боится, это не работало. Дальше там начиналась вообще веселуха в последующих частях и даже в Shadow of the Tomb Raider, над которой Рианна Пратчетт не работала. Там уже, как я уже говорил, проект был скомканный, разработчики, судя по всему, оказались в заложниках идеи вот этой вот Лары Крофт. Там Лара Крофт периодически превращалась в какого-то психопата. Шла потому что надо и говорили: остановись, может, я должна. Там ее бросало резко из режима слезоточивой драмы в режим Рэмбо 3. Ты вот этих вот переходов не то что не понимал. Они выглядели зачастую как будто из ниоткуда, потому что разработчики так: мы тут уже первую игру показываем типа становления Лары, вторую игру типа показываем становление Лары, третью игру показываем типа становление Лары. У нас трилогия про вроде как становление Лары. При этом у вас в начале первой игры Лара Крофт охренительная выживальщица, и в конце третьей игры она охренительная выживальщица. Ребята, вы, кажется, что-то пропустили. Что-то, что называется развитием персонажа. А у вас в конце третьей игры охренительная выживальщица с элементами маньячки. Я понял. Восхитительное решение. Если вы это называете трехмерным персонажем с интересным характером, я с вами категорически не согласен. Моя главная претензия, наверное, ко всей вот этой вот трилогии Tomb Raider, это то, что да, за 3 части мне так толком и не показали эволюцию Лары как персонажа. А надо ли было показывать эту самую эволюцию в таком простом боевике?
Я каждый раз удивляюсь, когда разработчики очень простых и банальных игр, которые проходятся на одном дыхании где-то часов за 10-15, пытаются тебе, вот сейчас это очень модно стало, пытаются тебе из этого персонажа сделать личность. Мне не нужна личность в боевике. Идеальный персонаж, идеальный герой боевика — это герой фильма «Адреналин», которого сыграл Стэтэм. То есть ты подходишь к персонажу и говоришь: если ты остановишься, ты сдохнешь. И после этого он начинает носиться по городу и хреначит все, что движется. Меня такой персонаж в боевике вполне устраивает. Если бы разработчики Tomb Raider в начале мне показали Лару Крофт как адреналиновую наркоманку, дочь своего отца, который ее водил на охоту, научил стрелять из ружья, научил убивать животных, научил их разделывать, я бы сказал: да, я верю в этого персонажа. Тогда бы она над первым своим трупом не рыдала и не блевала. Тогда бы она просто сказала: так вот что значит убивать человека, никакой разницы с животным, и пошла бы дальше. И я бы это принял с аплодисментами. Мне нужна такая героиня, которая не сомневается, которая идет вперед, которая все сделает для достижения своей цели. Мне не нужна хнычущая девочка, хнычущая на протяжении, трилогии. Ну, иногда переходящий в режим маньячки, что здесь не выглядит логичным этапом развития ее характера. Ты знаешь, я не говорю, что все персонажи в боевиках должны быть односложными. Но если мы говорим про экшен, про какую-то игру, где герой выживает в непростых условиях, с моей точки зрения, этот герой должен соответствовать тем условиям, в которых он оказался. Не так давно вышло 3 игры. Что удивительно, это все 3 ремейка проектов, выходивших еще во времена PlayStation 2 и PlayStation 3. Речь, естественно, про Resident Evil 4, про ПК-версию Last of Us Part 1 и про ремейк Dead Space. Вот одна такая вот крайность — это Resident Evil 4. Леон Кеннеди, он там спецагент, натренированный. В ремейке нам даже показывают кадры с тренировок, где его там муштруют, готовят к серьезным заданиям. И поэтому, да, когда он оказывается вот в этих непростых условиях в испанской деревушке, наполненной не зомби и дерзкими монстрами, и он с ними расправляется, ты понимаешь, логично. Что интересно, в Resident Evil 2 это смотрится так, как условность, потому что он там первый день на работе, а вот в RE4 к этому уже подводят. Хорошо, Dead Space нам показывают такого инженера Айзека Кларка, который умеет решать проблемы, не молодого уже. Ты понимаешь, почему он может собрать плазменный резак на верстаке и начать как-то отбиваться от некроморфов. Да, там уже есть допущения, типа инженер, не боец, так он и не двигается как-то так вот эффектно, а старается, как игрок, стрелять, что называется, по конечностям. Это более-менее логично. Last of Us, казалось бы, игра с таким глубоким, серьезным сюжетом. Игра, где Джоэл показан многогранным персонажем, не каким-то таким односложным героем боевика. Но даже в этой игре тогда разработчики из Naughty Dog продумали идею, что вот суровый выживальщик. Вот скажи, у тебя возникало неприятное чувство, что Джоэл так лихо берет кирпич и по башке какому-нибудь противнику, одному, второму, потом достает пистолет, бам-бам-бам, 3 хедшота. Не было же проблем с этим? Нет, конечно, это герой, который вполне соответствует тем обстоятельствам, в которых он оказался. Тебе сразу показали человека, который идет к своей цели по трупам. Это постапокалипсис, наводненным огромным количеством самых странных и неприятных людей. Приходится их убивать. Да, если вот мы возвращаемся к высказыванию Рианны Пратчетт, на мой взгляд, это показатель современной специфики. Я бы сказал, что это показатель проблемы. Когда такие вот мелочи, когда такие вот аспекты начинают выходить на первый план, когда сценаристку приключенческой игры про выживание в адских условиях с какими-то зверскими ритуалами, с древними богами, с черт знает еще какой хренотенью, вылезающей из каких-то там разных порталов. Ее волнует момент о том, с кем Лара предпочитает спать. Это современное направление сценаристов модных. Сериал «Одни из нас». Целых 2 серии посвящаются раскрытию сексуальности разнообразных и очень инклюзивных персонажей. Вопрос: нахрена? Потому что это никак не двигает сюжет вперед, а просто для того, чтобы было. Просто показать, какие мы, вот сообщество сценаристов, исключительно, насколько мы уважаем разные сообщества. Вы какую мне историю
историю рассказываете. История о чем? Вы просто время просрали в унитаз. Ну, нам это важно, а нам это не важно. Нам плевать на эти подробности. Расскажите нам, пожалуйста, хорошую историю. А, у вас нет хорошей истории? Ну ладно, тогда продолжайте. В третьей серии нам рассказали хорошую историю, но которая не имеет отношения, собственно, к сериалу. И вот по поводу игр и героев, которые решают проблемы. Мы тут назвали их 3 штуки, но все они из прошлого. И в современной игровой индустрии, в крупных проектах, в инди, понятно, своя атмосфера. Мне сейчас, я бы сказал, не хватает таких вот просто крутых персонажей. Не каких-то там суперэффектных, не Брауншвайгера из команды. Нет. Персонажа, который соответствует непростым условиям, у которого, чувствуется какой-то такой внутренний стержень и готовность решать эти проблемы, и который, согласно сюжету игры, изначально уже подготовлен к решению каких-то проблем. Потому что, когда вот мы обсуждаем какого-то крутого героя в современных проектах, какой-то неожиданный взгляд на реализацию крутого героя, мы, снова и снова упираемся в перезапуск Doom. 2016 год, ёлы-палы, в 7 лет стукнет сегодня этому Думу, где был молчаливый Думгай, который все ломал, который игнорировал приказы, и это был великолепный элемент его характера. Нам через вот эти действия показали именно молчаливую машину смерти. Это было охрененно. Но с тех пор выросло новое поколение сценаристов. Ириана Прачет считает это в том же интервью. Хороший писатель хочет браться за темы сексуальности, разнообразия во всех их проявлениях. И вот сейчас у нас лучшая репрезентация в играх, чем 10 лет назад. 10 лет назад личностное развитие персонажей не имело большого значения для тех, кто отвечает за управление игровым процессом. А сейчас, к сожалению, по какой-то причине это все имеет большое значение для геймдизайнеров и разработчиков игр. Сейчас они пытаются каждую историю, когда мы говорим про AAA продукт, каждую историю превратить в какое-то сраное высказывание. И именно поэтому я не перестаю задаваться вопросом. Несмотря на то, что над играми сейчас работают такие прекрасные сценаристы, такие классные профессионалы из Голливуда и прочие ребята, которые требуют за свою работу такие большие деньги, назовите мне хоть одного яркого персонажа. Некоторые там вспоминали, особенно, в этом интервью с Ирианой Прачет, Horizon Zero Dawn и Forbidden West. В жопу идите с таким примером, потому что в этом примере Элой показана исключительно как Капитан Марвел. Я сильная, я независимая, а все остальные должны передо мной преклоняться. Кстати, в первой части еще есть такое вот раскрытие образа девочки, которая отправилась в неизведанный мир. Только нам при этом представили такой фантастический мир хипстеров на выгуле, где всем управляют женщины, где все такие разнообразные, модные причесочки, все такие с ноготочками. Вот такие фантазийно-фантастические миры, созданные современными сценаристами, мне даже близко не интересными. Меня радовал старый Кратос, а не новый этот мотивы, это правильно ли я сделал. Пень пройди, Кратос, ты не такой. Ты целеустремленный человек, который точно знает, что он хочет от жизни, а не этот сомневающийся нытик. Мне такие герои в играх не нужны. Мне, кстати, Кратос из перезапуска понравился. А вот в Рагнарёк, там уже откровенно перегнули палку. Нет, так я про Рагнарёк и говорю. То есть, когда разработчики зачастую перебарщивают с какой-то неоднозначностью. Но я, в принципе, не против такого подхода. Окей, мы говорим о разнообразии. Так давайте будем разнообразными. Простые герои в простых боевиках тоже нужны. Развлечение иногда должно быть просто развлечением. Это важная мысль, которую стоит многократно повторять. Не должно каждое произведение развлекательное превращаться в социально-политическое высказывание, которое отражает проблемы современного мира. Иногда развлечение должно быть просто развлечением. Хотя почему иногда? Развлечение должно быть просто развлечением. Хотите в какие-то дебри уходить такие вот странные? Так окей, делайте игру типа Disco Elysium, например. Там подобное размышление великолепно смотрится. Не надо превращать игру про выживание в какую-то странную психологическую драму про юную девочку, как это пытались сделать в перезапуске Tomb Raider. Если уж показываете переживания про юную девочку, делайте соответствующие условия, как там в Night in the Woods, например. Классная, кстати, игрушка на тему жизни. Именно что жизни. Некоторые идеи плохо соотносятся с идеями геймдизайна, когда вы делаете игру. И насчет нового Tomb Raider. Я не против, если
если Лара Крофт будет лесбиянкой? А я против, Ради бога. потому что это однозначно ленивый шаг со стороны разработчиков. Зачем мне еще одна лесбиянка в играх? Объясните мне, зачем мне еще одна Элли? Меня задрали сериалы от Netflix, меня задрали переосмысления Disney, которые пытаются переосмыслить конкретно этот небольшой аспект. Поэтому, если они попытаются представить мне новую Лару Крофт, естественно, это будет снова переосмысление. И если единственной, ее отличительной чертой будет то, что она спит с девочками, я скажу, идите в жопу, если это все, на что хватило вашего воображения. Я повторюсь, я не против. Миша, а ты видел вот за последнее время хоть одного женского персонажа, который бы увлекался мужчинами? Ну вот по серьезу. Вот хоть одно отношение, чтобы было вот выстроено в формате игры. Вы видели? Она обязательно или лесбиянка, или очень... Ну, Эбби, ладно, ну там... Пожалуйста, она все получает, так сказать, по полной. Эбби. Ну, правда, мы не знаем, был ли там у Оуэна выбор до сих пор. Ждем Last of Us 2 на ПК, чтобы модеры нам наконец-то показали все, что скрыто. Но, тем не менее, я вернусь к этому высказыванию все-таки о том, что мне без разницы, если Лара Крофт будет лесбиянкой. Мне плевать, с кем она там спит. Но если уж Лара Крофт будет по девочкам, пусть это будет суровая боевая лесбуха, чтоб ты смотрел вот на нее, ну или на ее навык. Скучно на ее было навык. 100 тысяч да раз. Не то, что было, еще раз, если давайте это будет ее сделаем еще чернокожей и толстой. Бади позитивной. Тогда Мише тоже понравится подобный шаг. А давайте как-нибудь извратим привычный образ, а давайте сделаем как-то иначе. Так в том-то и дело, пусть это будет привычный образ суровой выживальщицы. Лучшая Tomb Raider это Анджелина Джоли, адреналиновая наркоманка, естественно, адреналиновая наркоманка, которая просто пользуется мужиками и снова отправляется в приключения. Вот какими должны быть женщины в подобных боевиках. И точка. А все эти лесбиянки, бодипозитивные, перекрашенные и прочие, не хочу, не принимаю, задрало, надоело. Как бы часто связанное с телом, надоело, понятно. Не могу на это смотреть. Потому что это стереотип, не будет потому работать. что это уже сегодня стереотип. Я ненавижу стереотипичный подход. И если уж мы начали с Терри Пратчетта, им же и закончим. Его цикл «Плоский мир» появился как ответ на вторичное фэнтези, которым были завалены полки магазинов. Он хотел сделать что-то свое и заодно выстебать вот эти вот общие тенденции. Пришло время, когда вызовом, стёбом будет появление конкретно одномерных сильных персонажей в боевиках. Пришло то время, когда цисгендерные персонажи внезапно станут шоком в компьютерных играх, потому что никто так больше не делает. Пришло то время, когда нужно, возвращаться к корням, потому что подходы новых сценаристов, как мне кажется, не работают. Они уже начинают просто пародировать сами себя, не понимая, насколько смешно все это выглядит со стороны. Ну, они уделяют внимание одним вещам, забывая про куда, типа того, кто с кем спит, забывая про куда более важные вещи. Я настаиваю, что если уж вы будете делать Лару Крофт по девочкам, делайте ее хотя бы суровой по девочкам. Суровой по девочкам. Нормально, все как что надо. Что нормально? Успокойся, Покажите мне, как Лара Крофт с мужиком обнимается и целуется. Вот это будет прорыв, вот это будет революция. Главное, чтобы... А если она будет целоваться и обниматься с девочкой, это будет банально, это будет предсказуемо, это будет ни о чем. Это будет, знаете, так это по-канадски. Да, нет, знаешь, или что где там Crystal Dynamics, или по-калифорнийски. Возможно, да. Если это самое, они будут в традициях вот этого вот перезапуска 13 года делать персонажа, то Лара Крофт, когда будет находить ножницы для крафта, она будет плакать и говорить: а я с подругой могла этим заниматься, сейчас они вот тут бегать по джунглям. Или заходит в пещеру. А у моей жены получше, да? Да, сейчас бы домой. В общем, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого маразма. И на этом у нас сегодня все. Поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь, естественно, на канал, где вы еще подобные рассуждения встретите. Да, рассуждения опасные, говорят, могут за это забанить, поэтому подписывайтесь, пока не поздно. И кроме этого, мы выражаем премега-громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами. Друзья, Бусти, спонсору, ютубчик, пользуйтесь чем вам удобнее, что вам доступнее, и пока. У Терри Пратчетта, кстати, великолепный английский язык. Очень простой и доступно. Если начинать учить английский язык, именно думать, какую бы книгу английского автора мне прочитать в оригинале, англоязычного автора, не надо Лавкрафта. Лавкрафт тяжело, жестко и больно, когда на одной странице
30 синонимов слова страшно, ужасно, чудовищно и так далее, ты начинаешь сыпаться, потому что ты столько синонимов не знаешь. А он их дальше начинает использовать и продумывать, и откуда-то выкапывать новые. И ты больше сидишь в словаре, чем, в общем-то, в книге. А вот у Пратчета отличный слог, очень легкий, очень такой простой. Как и должен излагать свои мысли хороший автор. Многие авторы, вот почему я GameXZ не люблю? Господи, ты думаешь, высокопарные вот эти фразочки, думаешь, откуда ты их брал? Помните, красиво. Вот этот вот журнал был, который, кажется, написан был инопланетянами, которые закончили какую-то духовную академию. Ты такой, ну блин, прикольно. Об игре что-нибудь будет? Зачем тебе что-то об игре? Ты читал великое произведение, а не всякие фуфловые обзоры. Трансцендентность бытия. Именно так, как там по Half-Life. И актуализация этой самой фэнтезийного мира вызывают большие квешены у данного автора. Естественно, Подшибякин и другие авторы умели там писать ни о чем, вроде как про игру, а вроде никакой информации про игру я из этого текста не узнал. Ну, замечательно. Забавно, пойду что это было до того периода, когда вот авторы GameXZ, они пытались высокопарный слог и находили свою аудиторию. Мы не обвиняем людей, которым нравился этот подход. Да. Но дело в том, что сейчас современные авторы, которые пропитались англицизмами так, что их тексты читать уже невозможно. Вот есть словарь, вот дипломная работа «Язык дотеров». Вот нужно язык современных игровых журналистов, если таковые еще остались, которые думают, что нужно использовать обязательно какие-нибудь термины, которые вхожи в эту тусовочку. Мол, если я буду рассказывать про доту, естественно, я буду оперировать терминами из доты. Алло, ты рассказываешь простым людям, простым смертным, которые зачастую ни хрена не знают, которые хотели бы узнать про доту, а ты им начинаешь про катку, раков, мамку и прочее рассказывать. Ну так есть же целая вот эта вот работа, язык дотеров. Нужно, чтобы еще была работа, язык прогрессивных игровых журналистов. Язык редактора Кинопоиска, расшифровка. Кайтить, мансить, да, с принципиальным объяснением, в чем отличие между кайтингом и мансингом. Да, но, к сожалению, редактор Кинопоиска сидит в бабле, поэтому достучаться до него очень непросто. В бабле? В бабле. Я знаю это. Пузырь. Куда, блин? В бабл. Бабл, да. Все такое. Да, мы начинаем. Баблгам. Раз, два, три.